Ксения лежала в комнате, уставившись в потолок. Как она могла все это допустить? Где же она ошиблась? Сегодня она узнала о том, какие проблемы в ее фирме. Да и, видимо, семейная жизнь тоже скоро закончится. В крупной торговой фирме, которая прежде славилась отличной репутацией и высокими показателями продаж, настали трудные времена. Дело в том, что полгода назад пост директора занял молодой мужчина, 30 лет, Михаил. За первые месяцы своего руководства не проявил себя должным образом, но был высокого мнения о своих возможностях и внешности. Себе в заместители мужчина выбрал эффектную Лизу, которая получила необходимое образование и имела представление о том, чем занималась. Она всегда мечтала построить умопомрачительную карьеру, а не сидеть на шее у мужа и выпрашивать копейки. Девушка считала, что всего добьется сама, а пути достижения были делом вторым. К этому времени сотрудники фирмы пребывали в состоянии возмущения и недоверия к новому начальству. Михаил никому не внушал оптимизма, главным образом потому, что заработная плата стала задерживаться, а отличившиеся работники лишились заслуженных премий. Руководитель не имел деловой жилки. Он радовался своему посту, потому что мог тратить накопленный бывшим владельцем капитал, но не умел переумножить его, тем самым ведя фирму к разорению. Один опытный сотрудник, отработавший в фирме порядка 7 лет, намекнул Михаилу, что новые сделки не приносят выгоды, что сотрудничество с некоторыми компаниями идет во вред их организации. В итоге смельчака тут же уволили по надуманной причине. Это стало примером для остального персонала, чтобы не смели поучать начальника. Люди молча терпели неразумную политику директора Самодура, который только и мог что любоваться своим отражением и табличкой с его именем на двери собственного кабинета. Проблемы стали преследовать фирму одна за другой, из-за того, что Михаил не имел экономического образования. Положение было таким, что требовалось сократить штат рабочих и закрыть пару филиалов, потому что платить людям было нечем. Свой пост мужчина получил благодаря своей дальновидности. Он женился на единственной дочери прежнего владельца Станислава. Полгода назад мужчина не стало от рака, который свел его в могилу за считанные месяцы. Никто из родных не мог предугадать такого развития событий. Его дочь Ксения была разбита. К счастью, старик ушел, выдав ее замуж за Михаила, зная, что она будет не одна. Он переживал, что дочь может остаться без мужского плеча и поддержки. Ведь на нее, как на наследницу, разом навалится куча дел, за которые раньше отвечал ее отец. Станислав сам взял ответственность за свое будущее и всех благ добился своими силами и умом. Он начинал инженером на заводе, но в неспокойные времена, когда зарплату постоянно задерживали, подался в коммерцию. Как и многие, потратив много сил для того, чтобы начать бизнес с нуля. Мужчина женился поздно. Из-за этого Ксения в семье любящих супругов появилась тогда, когда обоим уже было за 40. Жена Станислава не отличалась крепким здоровьем, поэтому все попытки зачать ребенка проваливались раз за разом. Это расстраивало семью, которая так отчаянно хотела иметь маленького мальчика или девочку. Врачи предупреждали об опасности, но женщина все же решилась. Однако во время родов начались осложнения, которых не удалось избежать. Станислав потерял супругу в тот день, когда на свет появилась его долгожданная малышка Ксения. Все заботы о дочери легли на его плечи, вместе с горем утраты и обязанностями руководителя фирмы. Большую часть времени взрослеющей девочкой проводила няня. Она стала спасительницей мужчины и заменила Ксюше мать. Женщина прикипела к малышке, видела ее первые шаги, слышала первые слова, следила за первыми успехами в изучении букв и цифр, присутствовала в школе на линейке в честь первого звонка. Станислав больше не смог жениться, храня в сердце воспоминания о погибшей супруге. Его радостью стала смышленная дочь, которая постоянно приносила домой грамоты из школ. Высшее образование девушка получила в Англии. Она мечтала стать актрисой и грезила выступлениями на сцене, ведь ее так хвалили в театральном кружке.
Но Станислав настоял на экономическом, посчитав ее стремление несерьезным. Когда девушка вернулась на родину с дипломом, мужчина уже знал, что неизлечимо болен. Он не стал тревожить дочь и выбивать ее из равновесия, чтобы она не думала только о нем, а устраивала собственную жизнь. Станислав надеялся, что Ксения останется в Англии и найдет себе подходящего кандидата в мужья до того, как придет его время отойти в мир иной. Но дочь решила быть рядом с ним в родном городе. «Только со свадьбы не тяни, милая», — говорил он ей. «Образование у тебя есть, а с таким дипломом ты не пропадешь. Я больше переживаю о твоем личном счастье. Хочется знать, что ты любима, что кто-то о тебе заботится. Не надо брать моду с деловых женщин, которые говорят, что им никто не нужен». «К чему такая спешка? Мне ведь еще не 40», — улыбалась девушка. «Всему свое время, не переживай за меня, я не пропаду». Ксюше и не нужно было прикладывать больших усилий, чтобы завоевать внимание парней. Она была заметной и ухоженной, умной и могла поддержать разговор на любую тему. Вскоре после окончания учебы друзья девушки устроили вечеринку в честь воссоединения. За время ее отсутствия многое изменилось. Ее подруги общались со многими людьми, поэтому в шикарном доме ее приятеля было очень много незнакомцев. Там Ксения и встретила Михаила. Он показался ей приятным. Молодой человек не был настойчивым, но в тот вечер постарался удержать внимание девушки только на себе. «Я могу надеяться на еще одну встречу вне этой пафосной обстановки?» — спросил он, принося своей даме напиток. «И куда бы тебе хотелось меня отвезти?» — игриво спросила Ксюша. Ей нравился подход нового знакомого, и ей хотелось дать ему шанс. «Как ты относишься к пикникам? Погода сейчас замечательная. Можно расположиться в парке, пообщаться, перекусить». «Значит, ты романтик?» – удивилась девушка. «Думаю, будет здорово». Ксюша не заметила, как влюбилась в Михаила. Он оказался именно таким парнем, как она мечтала. Ей было комфортно с ним, и в то же время скучать не приходилось. Их отношения развивались естественно, но с каждым днем влюбленным хотелось быть еще ближе. Они подумывали о свадьбе. «Я удивлен, что тебе так быстро удалось окрутить такого представительного молодого человека», сказал как-то Станислав после знакомства с будущим зятем. «Пообещай мне, что вы заключите брачный контракт. Я должен быть спокоен за твое будущее». «Конечно, пап, если ты этого хочешь, я поговорю об этом с Михаилом и узнаю, что он об этом думает». Но из-за скорой кончины Станислава Ксюша выждала положенный траур и скромно расписалась с женихом. Поначалу Михаил был самым внимательным и заботливым мужем, отнесшимся с большим пониманием к утрате супруги. Подруги завидовали Ксюше, что ее любимый так за ней ухаживал и поддерживал. Но вскоре, когда молодой мужчина занял руководящий пост в фирме ее отца, все изменилось. Работа стала отнимать все время мужчины, и у супругов начался разлад. Вскоре Ксюша стала замечать признаки измен Михаила и убеждаться, что она их не выдумывает. На все вопросы мужчина находил объяснение и никогда не раскаивался. Он вел себя так, словно его жена сошла с ума, и причин для скандала нет. «Но что мне сделать, чтобы ты поверила?» Мужчина, в отчаянии размахивая руками, пытался достучаться до ревнивой жены. «Я люблю тебя, мне больше никто не нужен. Пойми, я не могу тебе верить после того, как я чую чужой запах от твоей одежды. Как я могу оставаться спокойной? Я не могу узнать, чем ты занят на работе каждую минуту», – плакала Ксения. «Ты слышишь себя? Каждую минуту. Милая, у тебя паранойя, тебе нужно успокоиться. Мне кажется, ты еще не отошла после смерти отца». Михаил успокаивал жену и укладывал спать. Но заверения мужчины не убеждали, и подозрительность Ксении только укрепилась, когда она узнала, что фирма испытывает финансовые затруднения, и работники возмущены. Михаил же хвастался, что доход в прошлом квартале стал рекордным за последние несколько лет, с восторгом расписывал супруге перспективы. Она понимала, что нужно что-то предпринять, чтобы вывести мужа на чистую воду. Вот и лежала, думая, что делать. Ксения несколько дней вынашивала в голове план и наконец-то решила претворить его в жизнь.
На следующий день супруга встретила Михаила за завтраком и чмокнула его в висок, прежде чем присоединиться к нему. «Дорогой, я много думала над тем, что ты сказал тогда». Она поймала вопросительный взгляд мужчины. «О том, что я устала от переживаний и не смогла отпустить трагедию. Я думаю, ты абсолютно прав. Давно пора было это признать». «Ты молодец. Вижу, сегодня ты в нормальном настроении». «Все потому, что я взяла билет на завтра на Бали. Отдохну там недельку, отстранюсь от всего, отпущу ситуацию. Мне нужно сменить обстановку». «Уверена, что сможешь все это без своего мужа?» «Я мог бы взять несколько дней отгулов», — предложил мужчина, разыгрывая обеспокоенность. «Не волнуйся за меня, я справлюсь, а ты иди на работу», — сказала вслух Ксения, а про себя подумала. «Смотри на него, отгулы захотел». На следующий день Михаил для собственного спокойствия вызвался отвезти жену в аэропорт. Супруги распрощались, и мужчина поехал в офис. Но в то утро Ксения никуда не улетела. Михаил на рабочем месте расслабился, зная, что жены не будет рядом неделю. Он даже не был в курсе, что в офисе новая уборщица, представившаяся Тамарой. Ее внешний вид кого-то развеселил, а кого-то смутил. Женщина горбилась, носила неопрятный пучок из спутанных волос. На первый взгляд казалось, что уборщице лет 40, но будто молодая. Несмотря на отталкивающую внешность и временное отсутствие документов, Тамару взяли на работу. Прошлая уборщица раньше срока ушла на пенсию по состоянию здоровья, а других кандидатов не было. В отделе кадров решили, что все равно, кто моет полы. Главное, чтобы было чисто. На новом месте Тамару приняли прохладно, но и сама она не была общительной. Иногда так взглянет на кого-нибудь, что хочется отойти подальше. Коллеги не собирались заводить дружбу с женщиной и между собой обсуждали ее, но она не обращала на насмешки никакого внимания. Было ясно, что она нуждалась в работе и не собиралась ни с кем конфликтовать. Вряд ли ее ждут с распростертыми объятиями в любом другом месте. В один из дней, когда Тамара мыла полы в кабинете Михаила во время вечерней уборки, она случайно столкнула с его стола несколько папок, и нескрепленные листы разлетелись. Женщине пришлось собрать их в руки, попутно читая написанное на них. В этот момент в кабинет валился Михаил в обнимку с заместителем Лизой. Парочка была так увлечена друг другом, страстно целуясь, что не обратила внимания на уборщицу. «Мне надоело ходить в любовницах», — капризно заявила Лиза. «Потерпи, моя куколка, я уже подготовил сделку. Скоро с моей женой будет покончено. Ее счета опустеют, а мы с деньгами поедем в Европу и обоснуемся там после медового месяца». «Жду не дождусь, котик», — проворковала девушка. Тамара, услышав эти заявления, едва не поперхнулась, но сдержалась, чтобы не привлекать внимания любовников. Она выскользнула из кабинета и побежала в уборную. Через 2 дня Михаил сидел в конференц-зале, дожидаясь представителей конкурирующей фирмы, для того, чтобы продать им свою. Вскоре все расселись по своим местам и начали переговоры. В тот момент, когда конкурент готов был подписать документы, в зале появилась Тамара. «Вы не видите, что здесь собрание? Марш отсюда!» Громко закричал Михаил в напряжении, боясь, что малейшие изменения в настроении противоположной стороны могут повлиять на исход сделки. Женщина, не говоря ни слова, повернулась ко всем спиной, сняла накладной горб и парик, распустив свои шикарные волосы. Грим она смыла до визита сюда, и лишь опущенное лицо скрывало ее личность перед Михаилом. А тот остолбенел, понимая, что происходит. «Приветствую всех», — сказала и развернулась Ксения, которая все это время водила мужа за нос. В этот же момент в кабинет вошли несколько юристов, представляющих ее интересы. Михаил потерял дар речи, он только и мог что мямлить. Мужчина упал на колени и стал вымаливать прощение, но это его не спасло. Конкуренты, став свидетелями этой сцены, возмущались и недоумевали. После подключения юристов и полиции фирму удалось спасти. Михаила привлекли к ответственности за махинации, из-за которых со счетов пропадали деньги,
и сотрудники компании оставались без заработной платы. Михаил и Лиза были опозорены и разбиты. С девушкой ни одна приличная фирма больше не захочет связываться. Все узнали, что она была пособницей мошенника и альфонса. Ксюша лично заняла пост генерального директора и стала наводить порядок в бизнесе отца. В этом деле как раз пригодилось образование, на котором так настаивал в свое время Станислав. Через несколько месяцев, уверенно держась в кресле гендиректора, Ксения во время переговоров встретила Антона, своего будущего мужа. Он был владельцем партнерской компании и, увидев умную, красивую женщину, не стал терять времени. Мужчина пригласил Ксению на свидание, и оказалось, что его симпатия взаимна. С тех пор влюбленные не расставались. Они были счастливы, уверены друг в друге и готовились к свадьбе. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Помните, что истории выходят не только здесь, но и на Рутуб. Всего вам доброго. До свидания.